материнка сгорела, видеокарты сгорели. Я такой, бегите, бегите, ребята, вы не понимаете. Загрязняет окружающую среду. Это большая проблема. Как мы говорим там, погугли, вот для него это было вот OneSoil такое же, что вот... Погнали. Погнали. Слав, расскажи, что вообще, с чего все начиналось? Может быть, ты заядлый дачник? Нет, я заядлый, наверное... Я не люблю это слово фотограф. Ага. Мне это не нравится, когда называют фотографом. Я творческая такая личность. Я всю жизнь, да, увлекался фотографией. И оттуда все пошло, как мне кажется. Потому что, когда мне стало не хватать каких-то кадров с Земли, я начал пробовать поднимать воздушный змей с веб-камерой. Делал USB-удлинители такие, много-много, чтобы вот мне хотелось с воздуха что-то поснимать. Потом в университете в Богуире по специфике обучения я начал понимать, что можно вот применять свои знания в конструировании дронов. Ну, то есть ты искал применение. Дроны можно применять везде. Я хотел найти ту компанию тех людей, которые бы со мной вот также загорелись какой-то идеей, и мы вместе, потому что у меня не было знаний из сферы лесного хозяйства, из дорожных служб и там разных других. У меня были знания там программирования и дроны. Следующий шаг — это я пошел на выставку сельского хозяйства, и там я рассказывал хозяйствам, белорусским фермерам, что можно и как делать, летать, что снимать. Там познакомился с Севой, и он уже работал в сельском хозяйстве, у него уже был опыт. И вот там я увидел азарт в глазах, и там мы начали ездить в поля, ставить эксперименты, летать, много чего делали. Вот оттуда, наверное, оно все пошло. Потом появился Саша Яковлев, это мой старый давний друг. Саша придумал название OneSoil, до этого назывался вообще там просто никак не назывался. Было название Агро и IT, как-то мы назвали это Агроид. Потом оно все поменялось. Мы летали на дронах, мы делали вот обработку данных, это все мы хотели брать деньги за подписку за гектар. Было сложновато, потому что это новое доказывать, рассказывать, и было сложновато получать деньги. И Саша Чека нас познакомил с Юрой Гурским, и потом на каком-то одном из мероприятий в Спейсе мы познакомились с Юрой Мельничком. Он заинтересовался, пришел на следующий день к нам в офис и сказал, конечно, это все прикольно, но давайте мы много чего поменяем, и тогда все пойдет замечательно. Он нам так помог открыть глаза на мир, то есть можно не только белорусских фермеров работать с ними, но добавить к ним еще фермеров со всего мира, а дроны заменить на спутники, потому что всю планету дронами ты не облетаешь, а спутники снимают нашу планету каждый день, и можно анализировать данные каждый день. Это также понравилось Юре Гурскому. Вот два Юры предложили нам деньги, и буквально за день-два до подписания документов к нам присоединился еще Леонид Лознер. Вот это было первое, насколько я знаю, единственная на данный момент его инвестиция вообще куда-либо. Скажи, как часто вот ты выезжаешь в поля? Раньше было чаще. Сейчас не так часто, как хотелось. Но мы стараемся выезжать, мы стараемся вывозить команду. У нас есть хорошие контакты в хозяйствах. У нас бывают, разрешают техники покататься. А, да? Да, может так вот есть в комбайне, тут в комбайне, в тракторах. Частенько, но раньше было гораздо чаще, да. Ну, то есть так и начинался OneSoil? Именно с того момента, да, можно сказать, что именно то, что сейчас происходит, тогда он начинался. Было тяжело работать в команде из 6 человек без офиса. И Саша Чекман подсказал, что вот можно пойти попробовать поговорить с директором ПВТ. Я сходил, поговорил, все понравилось, нам предоставили офис, да. Мы 1,5 года, команда 6 человек, там работали. Нас ПВТ учила по выступлениям, по питчам. И я вот спокойно сейчас могу
без такого сильного волнения уже что-то рассказывать, выступать. И да. Слушай, а расскажи немножко про жизнь предпринимателей. Да, есть какие-то стереотипы, что есть много свободы, независимости. Вот расскажи, какая она жизнь стартапера? Насыщенная, очень сложная. У меня было больше, наверное, свободы какой-то личной до OneSoil. Я спокойно мог поехать в отпуск, выключиться вообще. Сейчас, если ты заболел, то сразу ты выпал из жизни компании, ты... Окей, а если возвращаясь вот на тему OneSoil, расскажи, какую задачу, какую проблему вот, решает ваша платформа? Мы видели, как страдает пользователь, это фермер, там, агроном, консультант, кто угодно. Страдание заключалось в том, что чтобы тебе начать чем-то пользоваться, тебе нужно зарегистрироваться, занести информацию про твои поля. Это не одно поле. Тебе нужно обвести эти поля, занести туда информацию, какие культуры росли, севооборот восстановить. А это у тебя там в блокнотике, в Excel, в телефоне, либо вообще нету. И ты много-много времени тратишь на то, чтобы вот начать пользоваться чем-то. И да, мы оцифровали все сельхозполя, все культуры. Это сейчас у нас уже Южная, Северная Америка и Европа. Австралия и Новая Зеландия. И сейчас ты заходишь, например, в мобильное приложение, без какой-либо регистрации ты можешь все сразу посмотреть. Ты вот зумишься, у тебя все поля обведены, ты нажимаешь, моментально появляются новые снимки все, моментально появляется информация, что там и как растет. Очень быстро, очень понятно, без ничего, просто вот кликаешь, очень удобно. Все. Да, и ребята с других компаний хотят это все к себе. И они такие, продайте, давайте что-нибудь попробуем, как это поработать вместе. Потому что никто еще этого не сделал. То есть твои конкуренты ты имеешь? Да. Вот первое, самое главное, что мы сделали, мы упростили вход вообще в сложную систему, в сложный digital farming. Следующее, что мы сделали хорошего, мы сделали карты для фосфора, калия и азота. Это дифференцированное внесение удобрений. Здесь может, наверное, появиться такая картинка. Там будет, карта это, раньше фермеры сплошняком вносили поле, и норма там была, например, 100 литров, да, на гектар. И он ехал и вносил одну и ту же норму по полю. Мы же анализируем поле 3-4 года по возможности снимков. Мы понимаем, как развивалась эта культура, одна, другая, третья, каждый год. Мы выделяем на этом поле зоны урожайности. Мы смотрим, что вот кукуруза на этом поле росла хорошо здесь, а здесь плохо. Картошка наоборот, например, да? Мы понимаем, как она растет, и под эти зоны урожайности мы говорим, что вот вноси такую-то норму для такой-то культуры в этот год именно так. На этом поле так, в этой части так, а в этой части так. Создаем такую карту с зонами. И трактор уже едет и меняет эту норму. То есть он вносит именно ту норму, которая нужна растению, которую оно заберет. То есть ничего лишнего не уйдет в почву и в грунтовые воды. Мы не загрязняем окружающую среду. Проблема большая. Вот сейчас недавно читал, что в Украине там загрязнение вод идет, потому что через землю все опускается вниз, в воды уходит и загрязняет окружающую среду. Это большая проблема. Второе, мы экономим деньги. То есть он вносит, покупает и уже именно ничего не остается, то есть лишнего не вносится. Это наши метеостанции, которые мы делаем. Они сейчас приехали из полей. Они простояли там месяц, 2-3 в полях. Мы нашли кое-какие замечания по работе и сейчас вот это исправляем. Это тот хардвер, про который ты рассказал? Да. У нас сейчас 100 станций стоят в полях по всему миру. И мы смотрим, как они работают, смотрим, что надо поменять. И вот надеюсь, что последняя какая-то такая итерация. Надеюсь, да? Просто
просто взяли и упростили жизнь Да. фермеров по всему миру. Да. Ну, сейчас не по всему еще миру. Мы идем к тому, чтобы сделать по всему миру, потому что подходы, технологии, продукты, культуры, земля, все удобрения в каждом регионе по-разному. И вот мы делали креативы для Америки, и я показал эти креативы белорусским фермерам, агрономам. И было интересно, что там, в общем, там был фермер, и он был в синих сапогах, и он держал такой большой, ну, смешные креативы такие, он держал большой такой градусник, то, что мы измеряем здоровье поля. И я показываю, и наши белорусские такие говорят сразу: синие сапоги – это зоолог, градусник, значит, он меряет температуру у коровы. То есть это вообще, ну, никак не связано с землей. То есть у них сразу такое вот в каждой стране. Специфика Да, рынка. также вот и по земле, по удобрениям, то есть сейчас не весь мир, сейчас это вот Европа, там, Северная Южная Америка, потому что мы потихоньку идем. Идея OneSoil, чтобы любой фермер на планете пользовался каждый день OneSoil, находил там нужные для его полей, для его ситуации решения и применял эти решения на своих полях, упрощаем ему жизнь. Это большая такая миссия. Здорово. Давай поговорим немножко про инфраструктуру. Как вы выбирали клауд-провайдеров? Очень просто. Да? Да. Когда мы работали без инвестиций, мы его выбирали из того, что нам можно было взять совершенно бесплатно. Везде писали там письма, и вот на тот момент нам помог компания Microsoft. Она предоставила нам кредит на Azure, и мы тогда пользовались вот именно их решением. Потом мы взяли инвестиции, и с инвестициями было проще уже искать, ну, мы могли выбрать вот любые уже решения, но опять же с инвестициями открываются немножко другие двери. Так вот мы получили кредит от Amazon и где-то через полгода от Google. Сейчас пользуемся, сейчас у нас, наверное, почти все переехало уже на Amazon. По тем либо иным причинам. То есть мы сейчас пользуемся, вот все перетащили на Amazon, на Azure у нас ничего не осталось, на Google, наверное, там, может, какой-то 1% что-то есть, делают ребята. И скажи, вот сейчас работая на AWS, вообще роль для вас, роль технологий для вашей платформы, роль клауда? Она огромная, потому что мы считаем огромные массивы информации, снимки снимаются каждый день, снимки у нас каждый день обновляются, огромный массив информации, и нам нужно это все быстро процессить. Так как у нас пользователи еще вот сконцентрированы Европа, Южная, Северная Америка, то балансировка всего этого помогает быстро получать, вот за секунду получать всю информацию. Это, ну, ты выходишь в новый регион, и ты дополняешь свои сервера серверами другого региона. То есть это быстро все это делается. Это удобно, да. Со временем мы посмотрели, что что-то дешевле можно процессить в офисе. То есть мы купили 2 машины в офисе, у нас сейчас стоят, что-то в офисе. Ну, опять же, если у тебя весь процесс идет на AWS либо Google Cloud, то ты их получаешь моментально. Это как, ну, как на диске лежат они у тебя. Если у тебя в офисе стоит, то их надо выключить сначала. Но косты в раз 10-20 дешевле. В офисе это все процессить, ну, что-то, не все, а что-то процессить 10-20 раз. То есть мы посчитали, что что-то часть мы будем делать в офисе. И смешно, ну не смешно, а что у нас там, как мы начали это делать, у нас там, наверное, за неделю, либо там 2 материнка сгорела, видеокарты сгорели, то есть слишком много, да. То есть мы такие, ну, наверное, да, наверное, в облаках тоже что-то горит, но мы не знаем, у нас все это работает. То есть мы как бы, а тут у нас работа стала сразу, мы начали менять, то есть это было, ну это дешевле, но опять же это вот такие бывают ситуации. Нагрузка, да, не подрасчитали. Понятно. Слушай, ты заговорил про инвестиции, я думаю, это очень интересная тема для любого стартапа. Расскажи немножко про фандрейзинг, вот как вы нашли инвесторов, ты уже упоминал какие-то имена? Мы ходили, участвовали во всех мероприятиях, которые были в Минске и, там, наверное, Москва и Киев. И к нам
Наверное, это, ну, не каждую неделю, может, каждые 2 недели, ну, каждый месяц точно были предложения по инвестициям. И вот, когда пришел Мельничук с Гурским, деньги, вот можно было деньги взять в любой момент. Но нас деньги не очень интересовали. Нам интересовала еще вот помощь построить компанию, набрать команду, экспертиза с выходом, с масштабированием, с B2C, с приложениями, с AI, с машин learning. Вот у ребят была экспертиза и были деньги. То есть мы, о, смотри, матч произошел. То есть мы пообщались и с Юрой Мельничком. У нас была встреча возле Имагуру. Мы туда приехали, заказали чебуреки. И вот пропал свет вообще. Это был вечер, да, пропал свет. Нам принесли, мы были голодные, нам принесли холодные чебуреки. Пропал свет, мы светили телефонами, фонариками. И на салфетках рисовали план, как мы что будем делать. И вот это был питч такой. И всем все понравилось. И мы после, наверное, этого была еще одна встреча, и мы все подписали. Слушай, а скажи, вот на сегодняшний день ты считаешь, какое у вас самое яркое, самое большое достижение для вас, для OneSoil? Я бы сказал, первое достижение – это команда. У нас есть просто решение для вот, там, B2C, есть B2B. И вот они сделали эти два решения, и про нас уже много кто знает. Беларусь-то тут, конечно же, знают. Вот нас знают в Европе, нас знают в Штатах. То есть мы это поняли в марте, когда нас позвали в Сан-Франциско приехать на конференцию, самая крутая конференция по сельскому хозяйству. И для меня это было вот такое, знаешь, прям приятно, что нас, оказывается, знают. То есть до приезда слышали про OneSoil. И когда была там агенда, что есть OneSoil, ребята приходили, мы узнали, что мы приехали познакомиться. И у меня есть ролик, где к нам стоит очередь поговорить, а на других стендах пусто. И это было такое, вау, ну класс. Скажи, а что мотивирует, что вдохновляет твою команду? Надо у них спросить. У нас есть такие one-one, и могу сказать, что мотивирует то, что мы делаем не то, что делают все. И вот это, то, что мы делаем новое, то, что мы делаем по-своему, то, что мы ни за кем ничего не повторяем, есть такая мотивация у ребят. Есть мотивация у ребят, то, что этим реально кто-то пользуется. Ну вот, наверное, для меня вообще, я хочу, да, чтобы каждый фермер на планете знал про OneSoil, чтобы для него это было, не то, что это приложение, для него это было вот решение его проблем. Как мы говорим там, погугли, вот для него это было вот OneSoil такое же, что вот это решение для проблем на полях. Папа, скажи, что это? Это как раз наше решение, наши технологии – это и Европа, и культуры по всей Европе. Разные цвета, разные культуры, горы. Белым цветом, например, очень хорошо видно это у нас листья. Такие видно скопления, луговые травы, виноградники, кукуруза. Тренды просматриваются. Скажи, вот были ли какие-то ошибки, которые вы делали по ходу развития OneSoil, и которые преподнесли какой-то хороший урок, вот с которым ты можешь сказать, да, я научился с этого момента? Прям ошибки, много таких ошибок, наверное, было. Ну вот с теми же серверами. Вот из последних мы не до конца, наверное, продумывали вступление пользователя к нам. То есть для многих вообще то, что мы делаем, это новое. Он ни разу не знал, что вот спутник снимает планету, снимки это есть, то, что можно поле свое посмотреть. И вот ошибка была, что мы думали, что они уже знают, и не посвящали их, не рассказывали им, что это такое, что с этим можно делать. То есть кто-то приходил, не до конца понимал, вот пример, мы рисуем на полях, ну все рисуют на полях, там хорошие зоны зеленые, плохие красные, ну, понятно, да? И вот фермеру в Азии показывают поле его,
показывают зону красную и зеленую, и он такой, а у меня ничего красного не растет. То есть это неправильная информация. То есть вот и мы стараемся, у нас есть блог, у нас есть вебинары, и мы стараемся рассказывать там простыми словами, то есть мы нашли тот текст, те слова, которыми простыми словами рассказываешь сложные вещи. И все это понимают, и это быстро доходит все. А скажи, есть ли у тебя какие-то советы для стартапов, вот для тех, кто сейчас что-то начинает, что-то строит? Это очень смешно. Была недавно конференция Merge в Минске, и там была как-то стартап-аллея. И я понимаю, что я был там же когда-то, а там, там огромное количество этих вот стартапов, и я такой смотрю и вся в голове думаю, вы не понимаете, ребят, куда вы идете. То есть, и, знаешь, бегите, ребята, вы не понимаете, куда вы впутываетесь. То есть вот совет такой, что это очень тяжело. Это если ты не готов работать много, если ты не готов работать с командой, если команда не готова работать, если они не верят, если ты делаешь что-то непонятное, проверь 100 раз вообще свою гипотезу, потрать там 5-10 тысяч долларов на проверку, надо это или не надо. Потому что вот мы проверяли там, да, и мы видели, что надо, что не надо. Какие-то решения у нас отваливаются, что мы думали, вот прям выстрелит. Какие-то появляются прям новые, и мы видим, что они выстреливают. У меня вот по опыту команда очень много значит. То есть это может быть супер дорогой человек, но бери его, и это будет тебе дешевле, чем 5 средних, но ты заперформишь гораздо быстрее с ним, чем вот... То есть команда, самое главное, это команда. Супер, спасибо за отличный совет. Слав, скажи, где ты видишь себя через 10 лет? Через 10 лет я бы, наверное, хотел... опять же, фотографии, люблю фотографировать. Я бы хотел, наверное, в Новой Зеландии птичек фотографировать. Супер. Вот так. Хочется туда. Я верю, что у тебя все получится. Большое спасибо. Тебе спасибо. С нами был Слава Мазай, CEO и кофаундер компании Мансойл.